Всем привет, канал Польза.нет, и сейчас я вам расскажу о субфлагмане, который вы, скорее всего, пропустили. Это Oppo Find X8. И да, для начала мы его идем топить. Ну и разумеется, как я вам уже скажу несколько раз, что у него есть суперфункция, как у OnePlus. Он, по идее, должен реагировать на касание, когда у него экран влажный, но под водой, видите, не реагирует, как у Vivo. И у Realme у него функции подводной съемки нет, хотя, опять же, повторяю, что для съемки под водой я считаю, что смартфон должен либо быть в специальном чехле, либо должна быть отдельная функция. Но лучше не извращаться. Для подводной съемки и GoPro существует, которую я, кстати, утопил, и еще много всего. Вот так вы сможете снимать. Здесь вы еще можете через ткань им пользоваться, даже когда экран не влажный, когда влажный тоже. И в целом, пока он справился... Всем привет! Вы на YouTube-канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Огромное спасибо, что дошли. Я знаю, что в основном вы мои постоянные зрители. Почему? Потому что рассказывать я вам буду о смартфоне, который мало кому интересен. Это Oppo Find X8. Чем он интересен нам с вами? Тем, что это уменьшенная копия Oppo Find X8 Pro, но компактом я его называть не спешу. Почему? Потому что сравнивать я его буду с iPhone 16, и видите, какая разница. Такая же тема с Vivo X200 Pro Mini, когда говорили, что вот это компакт, хотя он не компакт. И минусов у него, кстати, нашлось в итоге довольно много. Вот это те же тапки, только в профиль. У него, разумеется, есть всякие суперсилы. Это защита от влаги, это способность, как у OnePlus, вот так вот реагировать на касание даже через тряпочку, и это очень круто. Камеры снимают все в 4К 60 FPS, и фронталка тоже. Исходники фоток, как всегда, можете скачать в моей личной телеге. Супер мощный процессор Dimensity 9420, супер быстрая внутренняя память, 200 с лишним тысяч баллов в Antutu по Storage тесту, это прям космос для такой малютки. Большой аккумулятор. Классный звук, волшебная вибра. Почему? Потому что все-таки OnePlus недалеко от Oppo ушли, как говорится. И в системе это много где можно найти. Разумеется, русский язык. Разумеется, все возможные Google сервисы и все остальное встает, летает. Но нужно ли вам все это, вы узнаете, разумеется, в ролике. И какие есть альтернативы. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой коробке из плотного картона. На ней есть название и основные характеристики данной модели. Упаковка хорошая. В комплекте у нас обыкновенный прозрачный чехол, смартфон с защитной пленкой на экране, зарядное устройство с китайской вилкой на 80 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователя и ключ для извлечения слота под две сим-карты. Вес смартфона составляет 194 грамма, габариты 157 на 74,5 на 11,2 мм и 8,2 мм без блока камер. Как говорится, не особо он компакт, но опять же больше компакт, чем какой-нибудь там Honor Magic 7 и остальное. Просто уменьшенный вариант Oppo Find X8 Pro. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. Начнем. В продаже из доступных цветов есть черное, розовое и серое. Внешне смартфон слегка отличается от старшей модели. В X8 мы имеем прямые грани, в отличие от закругленных у моделей с приставкой Pro. Рама смартфона выполнена из алюминия, а тыльная часть из стекла. Собрана модель качественно, и, повторяюсь, смартфон имеет защиту по стандарту IP68 и IP69 с технологией для корректного отклика с водой на экране. Даже через ткань сенсор работает. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, 4 микрофона, переключатели режимов звука, экопорт, динамики и разъем для зарядки. К сожалению, USB Type-C 2.0, за что минус, могли бы установить поновее Type-C-шник. Также в этой модели нет дополнительной кнопки управления камерой, как в X8 Pro, но учитывая размеры, наверное, она здесь и не нужна. Для персонализации звучания в настройках есть только пресеты, кастомного эквалайзера пока нету. Вибромотор тактильно приятный, настраиваемый, и в системе много где есть вибро, в отличие от других брендов. Мне это дело нравится. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED Pro XDR дисплеем на 6,59 дюйма с разрешением 2760 на 1256 пикселей, частотой обновления экрана до 120 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision, Always On Display, разумеется, полноценный. Но LTPO здесь нету, и это фейл. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 7i, рамки не громадные, экран плоский. Соотношение экрана к корпусу 94,3
0,2%. Плотность пикселей 460 ppi, пиковая яркость заявлена 4500 нит. По моим замерам экран на 100% яркости выдает 1100-1200 люксов. Сколько выдает в пике, вы видите, и яркость он сбрасывает довольно быстро. То есть те 1100 вы видите недолго. Потом, когда вы играть начинаете в PUBG New State, через 3 минуты он сбрасывает яркость до 700 люксов, а потом у него в определенный момент совсем печаль происходит. Понятно, что это не игровой вариант смартфона, но кто-то вдруг захочет поиграть. Тач на 240 Гц, сенсорный отклик неплохой, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Регулировка шим 3840 Гц, шим выше 40% не поднимается, опять же, на тех значениях, которые вы вряд ли будете использовать, а во всем остальном, если еще и только радексом измерять, все волшебно. Далее, разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает так же хорошо, как и в старшей модели, что можно сказать и про функцию распознавания лиц. Зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя. У меня разблокируется все довольно долго, и я претензии с форумов о том, что разблокировка по пальцу происходит не всегда, считаю обоснованными. То есть сейчас, допустим, есть подсъем у меня, о котором я рассказываю вам, что они обоснованы. До этого я, получается, не мог разблокировать его из 2 раз один. Вот сейчас все разблочивается отлично. Мораль знаете какая? Когда ты привыкаешь, где у тебя сканер, а сканер здесь внизу находится, все у тебя отлично. И по лицу, и по пальцу. Вот сейчас по пальцу, видите, не среагировало. Или реагирует не слишком быстро. Когда привыкнете, все будет отлично. Скажу так. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9420 с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,63 ГГц. Графический процессор Mali G925 Immortals MC2, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. Операционная система Color OS 15 на базе Android 15 версии. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей, для 4G все бенды на борту, кроме 20-го. eSIM нету, что стандартно для смартфонов, предназначенных для Китая. Датчик приближения не подводит, связь смартфон ловит хорошо. Bluetooth-чип установлен в версии 5.4, и список поддерживаемых Bluetooth-кодеков вы видите на экране. Для бесконтактной оплаты в смартфоне установлен NFC-модуль. GPS же двухдиапазонный, GPS-тест показывает точность в 1 метр, что стандартно для Dimensity. Далее, емкость аккумулятора 5630 мАч. В тесте на автономность PC-марки он выдает довольно приличные 7 часов 52 минуты, но не спешите радоваться, потому что мы гоняли его с вами на канале Полиса Стрима, и несмотря на то, что он сбрасывал яркость в том же PUBG New State, в час он поедает в нем 25%. И это прям очень много, и учитывая, что сброс яркости довольно приличный. Смарт поддерживает быструю зарядку до 80 Вт, беспроводную до 50 и беспроводную реверсивную, но магнитного кольца в смартфоне нет, в принципе, как у большинства. Вспоминаем Samsung те же новые. Заряжается смартфон в среднем за час, и это долго, мучительно, и вроде зарядка быстрая, но вот так. При просмотре видео на YouTube за 1 час уходит 4-5% заряда. Что он выбивает в тротлинг-тесте на 100 потоках при 60 минутах, вы видите. В среднем он 409 гипсов выдает, и это хорошо. Как он проходит Geekbench, Antutu и все остальное вы видите тоже. Кстати, Antutu 2 миллиона, это он выбивал на 3-й прогон. А так он выбивает 2,6 миллиона. Storage-тест показывает просто нереальные цифры, и в целом система за счет вот этой вот связки процессор, внутренняя память и, в принципе, крутая операционка летает. Так что за это можете не беспокоиться. Настроек, я считаю, в этой операционке достаточно. И, кстати, кружочки на него писать очень круто в том же Телеграме. И удобно, в отличие от некоторых других смартфонов, у которых углы закруглены. Основной широкоугольный сенсор здесь Sony Lead 700 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертурой 1.8 и углом обзора 84 градуса, фокусным расстоянием в 24 мм и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Далее есть перископический телефотосенсор Sony Lead 600 на 50 мегапикселей с апертурой 2.6, оптическая стабилизация углом обзора в 33 градуса, фокусным расстоянием в 73 мм и трехкратным оптическим зумом, а также сверхширик Samsung SSL GN5 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, автофокусировкой, углом
углом обзора в 120 градусов, фронталка на 32 мегапикселя с апертурой 2.4, углом обзора в 90 градусов и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Камеры настроены совместно с Hasselblad, что уже привычно. Я сравнивал X8 со смартфоном Apple iPhone 16. Если кратко, то Oppo выдает изображение качественнее. Со светом ночью лучше справляется Oppo. Детальность также выше у Oppo, при том, что я говорю как про основной сенсор, так и сверхширик, телефотосенсор и даже про фронтальный. В любом случае, короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Исходники фоток можете скачать в моей личной телеге, ну и пообщаться по поводу этой железки. Вдруг кто купил или кто-то планирует. Если что, iPhone 16 всего 2% заряда, вот это 4К 60 FPS, основа, видео и, ну да, Oppo шатайка прям, по мне. Основа, X2. Ну что, 4К 60 FPS на 2% буду я снимать на айфоне, потому что он не зарядился, пока я ехал. Ехал 40 минут для того, чтобы увидеть, что iPhone не зарядился. Зато здесь никого сегодня нет. Первый день, наверное, за 2 года, чтобы здесь никого не было, кроме собачки. Здесь она меня не съест. X2, ну да, Oppo рулит. Хотя, не, по цветам рулит iPhone, по деталям рулит Oppo. Хотя у Oppo тоже шумов много. В общем, по цвету собака как на айфоне. Вот это вот тоже прикол. У вас типа супер-мега смартфон, и вы такие, вау, вау, как круто. А в стоке у него какая-то лабутень с цветами. Ультраширик. Я, короче, это не поддерживаю, потому что, ну, опять же, какая ему разница смартфону или там контраст выкручивает Xiaomi. Окей, еще что-то, еще что-то. Но цвета-то какого лешего менять? То есть какого лешего меняются цвета? Или они не могут никак алгоритмами поймать их? То есть это как бы задача имбецила, по идее, на матрицу. Ладно, не будем. В общем, вот как есть, так есть. X6 мракобесный на айфоне, потому что у него телевика нету. X2 такой же мракобесный в шумах. X1 не такой мракобесный, но тоже несчастливый. Так, а фронталка 4К 60 FPS. Прикол, кстати, еще с этой ретушью постоянной, чтобы вы понимали, допустим, я сделал ход конем и пытался людям, девушкам разным, предлагать разные смартфоны, чтобы делать фотографии, селфи, портреты. Как вы думаете, что они выбрали? Вы прямо очумеете. Думаете Oppo? Я думал Oppo выберут. Я думал Vivo выберут. Я думал Vivo X200 я давал, X200 Pro я давал, Oppo Find X8 Pro давал, разумеется, iPhone. И вы сейчас не угадаете вообще никак. Они выбрали ZTE Z70 Ultra. Вот у меня 2 раза был такой вот мини-кастинг для смартов, и оба раза их выбирали. Вот так вот у меня возможность себя снимать. Качество на айфоне вообще никакое по сравнению с Oppo по фронталке. И яблоко это лютые шумы. Просто стоимость плюс-минус одинаковая. Видите, если вы хотите делать какой-то видеоконтент. Ну, единственное, да, по цветам, ну, да, кому какая разница, какие цвета. Чаще всего те, кто китайские смартфоны покупает, так отвечают. Хотя продажи не говорят о том, что они в фаворе. Рынок, как говорится, регулирует. 4К 60 FPS, кони опять. И вот так вы примерно сможете снимать это место ночью. И ультраширик. По большому счету 30 секунд хватает для того, чтобы рассмотреть коня. Основа X2. К 60 FPS и основа вот так вот будут работать смарты с этим источником освещения простым, точнее не простым, ультраширик. Давайте X3 и X6. И 4К 60 FPS, фронталка. Вот так сможете себя снимать против источника освещения. А вот здесь победитель чуть другой, да? Слегка. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с 2 рук. И шумит яблоко намного больше, как вы видите. Сейчас 30 FPS тоже попробуем. 2 ультраширика.
X2, X2, X3, X6, X6. Ну, небо и земля, да? И 4К 30 FPS. Тоже вроде бы... Опа, прям цвет, блеск, красота, но какие-то фризы при съемке в 30 FPS. Сек. Ультраширик. Так, а вот это 4К 60 FPS без HDR. И давайте пишите честно, кто какую пиццу больше любит. Это супер развращение, это гавайское. Вместе с сифудом. То есть с морской едой еще. X6, X3, X2, X1, ультраширик. 4К 60 FPS, немного видео на кассе. Как говорится, вот такой вот Hasselblad. Фокус работает вообще зашибись. Ночь, 4К 60 FPS, съемка с одной руки. На фронталку перейти нельзя. Ну что, очередной рассвет. 6 часов 20 минут, я иду спать. Меня спрашивают, что после стрима делать. Так ну вот вы под съему поделайте, попробуйте. И расскажете мне, и выгрузите. X6, ультраширик. Ну, ультраширик позорный, а вот на основу, кстати, очень красиво передается, потому что дымка и правда дымка. Цвета почти, но он выкручивает, но вот этот участок он делает более голубым. Здесь у нас, я скажу, что на камеру даже лучше видно, чем я вижу. X3 телевика работает плохо, X6 плохо, и ультраширик так себе, да? Так, 4К 60 FPS без HDR, и это, конечно, кайф видеть цвета, которые практически соответствуют. Чуть-чуть он светлее показывает рыбу, и ультраширик, телевики, X3 надо отодвигаться конкретно, X6, ну, наверное, расстояние сантиметров 70, X3, X2, X1. HDR отключен. Кстати, вот сейчас я включил фокусировку зума, звука, я не знаю, может быть, лучше стало. И как меня просили, хотя бы немного видео в 1080p 60 fps, я, кстати, не вижу смысла вот этот ультраширик в 1080p 60 fps снимать на смартфон, когда можно в 4К снимать. Хотя, опять же, вам виднее. Вот это X3, это X6. Пишите в комментах, вам нужны эти примеры в 1080p 60 fps или нет. И вот это ночные 4К 30 fps, не скажу, что они лучше, чем 1080p 60 fps. Еще и... О, вот это мутность. Это ультраширик, это X6, это основа. Я не совсем понимаю, когда люди говорят, ты еще графой выводи на ультраширик, основа, что еще, но я же говорю вам. Или вы хотите без звука слушать? Тут уж как бы я очумею за часовой ролик лупить. Везде графон такой. Так, основа, перехожу на ультраширик, чтобы вы посмотрели, как на ультраширике все это выглядит, не волшебно. И мы постепенно перейдем на основу. Основа. И едем. Мы едем, а вовсе не идем, да? И насколько хорошо все это дело отрабатывает, вы сейчас видите. А в целом надо, чтобы мне оценить, все-таки посмотреть на компе, как мне говорят, потом озвучивай. Ну, много людей видео озвучивает потом. Спойлер, никто. Ну что, как вы услышите работу микрофона, если озвучивать видео буду потом? Логика. А по поводу оценки я и так говорю в конце ролика, как я считаю, он снимал хорошо, плохо или так себе.
Ну вот так на основу вы сможете снимать. Ультраширик, телевик я врублю, вот для интереса X3. Но, опять же, в движении снимать на телевик это очень глупая идея. Даже если все плавно, ты там едешь на байке, все. 4К 60 FPS, еда. И вот так. Наверное, он почти реально цвет передает. Я вам скажу, очень-очень близко. Зеленый только ярче, намного ярче. А вот с рыбой почти угадал. Так, проверяем, как он переходит у нас с ультраширика на основу, с основы на телевик 1 и на телевик другой. Ага, на телевик, он один здесь. Здесь у нас. Ну и вот так, да, все окей. Единственное, чего бы еще хотелось, это чтобы можно было зубить на фронталке или переводить ее на основу. Ну и если видео все понятно, то, к сожалению, по фото я бы не сказал, что Oppo выигрывает. Вот сейчас смотрите, два основных модуля, неприятные условия, но по мне у Яблока идет полная ушатайка, потому что здесь у нас выкручен контраст, у Oppo вообще какой-то рисунок вместо фотографии. У Яблока натуральные цвета и даже где-то, ладно, здесь может местами больше объема, но местами больше объема у айфона. Это факт. Смотрите исходники и удивляйтесь. Ультраширик то же самое. Тебе кажется мыло на айфоне и нулевой стаб. Но если мы смотрим на ультраширик Oppo, кажется, что вроде бы на айфоне и неплохо справился, если отдалять. Если говорить про фронталку, Oppo очень классно меня нарисовала. По мне, здесь у Oppo сработало частично и местами. И я не скажу, что Oppo мне по фронталке, по фото кажется лучше. Опять же, скачиваем исходники, вот достаточно на рубаху посмотреть, на ее текстуру. Понятно шумы, понятно где-то там искажения местами, но в целом и та, и другая фотография на фронталку приличная. Здесь, как говорится, все вкусовщина. С волосами лучше отработал Oppo, с цветом кожи лучше отработало Яблоко. Здесь паритет. Здесь однозначно Яблоко, здесь однозначно Яблоко. То есть по видео полный разнос у Яблока, по фото я так не скажу. Повторяю, скачивайте исходники. Минусы: нет магнитов в смартфоне для беспроводных зарядок, нет функции LTPO, нет какой-то особой фишки. Да, механические переключатели режимов звука — это круто, но ни обходной зарядки здесь нету, игровых режимов довольно мало. Хотя, с другой стороны, за этот ценник чего от него ждать. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. И вы этим очень сильно поможете проекту. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто, и вам это не понравится. Здесь нет 20-го бенда. То есть в сухом остатке что мы имеем? Мы имеем смартфон за 50 тысяч плюс, то есть вам нужно еще будет докидывать таможню. И на данный момент какой-нибудь Xiaomi 15, который стоит 62 тысячи рублей во время распродажи на Али, еще завтра будет до 11 точно такая цена. Глобальной версии. Готов ли кто-нибудь заплатить лишние $100, чтобы получить глобалку и компакт, который не хуже? Я думаю, да. То есть в этих компактах у нас что? Vivo X200 Pro Mini, у которого выползло много достаточно проблем. И многие люди переходили на S25 из моих подписчиков. Вы, возможно, наоборот, с Samsung перешли на Vivo, и опять же, ваше право. Многие, кто не любят Xiaomi и ее внутреннюю рекламу, хотя в дорогих смартфонах у них ее меньше значительно, она отключается, не будет ее рассматривать. Но у Oppo последний гвоздь в эту радость, разумеется, вбивает что? Правильно, отсутствие какой-то ликвидности у нас. В каком смысле? Это не ликвидность про то, что я вам говорю. Я его купил, будет проблема продавать, я его продам в тот же день, так же как Oppo Find X8 Pro, без проблем. Почему? Потому что я в Азии. Но в России вот это вот дело максимально непопулярно. У них нет рекламы. Обратите внимание, сколько месяцев прошло с момента старта. У меня 1,5 месяца только в руках. Никто о нем даже не рассказывает. Ну, логично, что прикидывают, что будет лучше продаваться. Серовозы, соответственно, делают. Ну, пара, может, обзоров и было, но минимальных. Никакие крупные каналы его не брали, более-менее там. И вряд ли возьмут. Хотя смарт нереально крутой, но LTPO нет.
20-го бенда для нас нет. И в целом в эти деньги можно много всего купить. Можно китайский OnePlus 13 купить. Пусть он будет по габаритам чуть-чуть больше, но ощущается как-то совсем по-другому, согласитесь. От меня с его хаселбладовскими камерами, классными фотографиями, неплохим видео, хотя смотря с чем сравнивать, девайсу однозначно да, я бы рассмотрел другие варианты. Как субфлагман, еще и компактный, не являющийся компактом, этот девайс топ. Но для покупки с перспективой не просто поиграться, а поиграться, допустим, и поменять потом на другой при покупке, здесь будут однозначно проблемы. Кстати, это касается всех оповских девайсов. Oppo у нас не популярен, я это 1000 раз повторяюсь, чтобы вы не строили ложных иллюзий. В принципе, как и Vivo. Когда вы видите все эти ультра и все остальное и прохи, они хороши. Людям нравится, как они снимают, рисуют, еще что-то. Люди с ними даже ходят. Но когда они начинают их пробовать поменять на что-то, то есть продать и купить новый, допустим, они сталкиваются с проблемой. С тем, что это китайские версии, глобалки стоят космос, они покупали китайцев, а китайцев такие же люди, как из Sony, готовы покупать только чуть ли не с 50% скидкой. То есть все их любят, но за стоимость 50%, иногда ниже. Повторяюсь, от меня девайс сюда. Делать ли на подобные обзоры то, что вы мало где увидите и чтобы можно было с чем-то сравнить, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!